Доброе утречко, друзья! Сегодня 2 августа, 13-й день моего путешествия. 6:10 утра, рассвет, солнышко. Оно меня вышло встречать, как я иду в новый путь. Здорово. Немного все мокрое, но это не проблема. Я думаю, в пути высохнет. Сейчас развешу на байдарке вещи сушиться, поставлю солнечную панель, поем свою любимую рисовую кашу со сгущенкой, и дальше мой путь будет лежать в сторону Чернигова. Надеюсь, я туда дойду. Хотя буду ночевать, не знаю. Попробую заказать доставку Глова, как я говорил, с сельпо. Немножко докупить продуктов. Острой необходимости нет, но просто хочется попробовать, как это работает, и хочется какую-то вкусняшку. Там яблок, кефира, творожка, что-то типа такого. Много набираться не буду, чтобы не загружать каждый раз. Продуктов у меня хватает. Может, даже хватит до Киева. Посмотрите, как красиво встает солнце над Десной. Вот сейчас буду загружать байдарочку. До свидания этому месту. Спасибо. Все было тихо и спокойно. Единственное, в 6:30 приехал рыбак, начал тут лодку качать возле меня. Хорошо, что я рано встал. Вот. И сейчас уже выдвигаюсь. Сегодня получилось еще немножко пораньше выйти. Ну, я отлично выспался. Спокойная очень ночь была. Прекрасная. После вчерашней суматошной музыкальной ночи. На реке уже 2 рыбака. 2 лодки возле меня. Видать, какое-то место у них тут рыбацкое. Как обычно, река умытая, спокойная, красивая. Путешествие продолжается, 13-й день. Завтра будет ровно 2 недели с того момента, как я сел в байдарку в Гремичи. Пролетело как один день, ребят. Я реально времени вообще не чувствую. Просто вообще. Интересное свойство. Знаете, по количеству людей, конечно, извините, голос сорвался. С утра еще голосовые связки спят, так сказать. По количеству людей Десна, ну, откровенно напоминает проходной двор. Причины этому понятны. Корона, отсутствие денег, в принципе, у людей. На Десну стали приезжать даже люди на дорогих, хороших машинах. Стали приезжать. Я вчера один караван видел даже. То есть количество людей, которые отдыхают на Десне, очень резко увеличилось. И я это очень хорошо чувствую на себе. Ну, плюс местная, которая приезжает. Вот сегодня на мое место дедок такой приехал на старом мопеде. Ну, ничего, не здрасте тебе. Я доброго дня, доброго. И давай шебуршаться, лодку свою скидывать. Ну, у них другие понятия, понимаете. Он себя подсознательно считает, типа, тут хозяином, а я какой-то, извините, хрен, который приехал, блин, в желтой какой-то куртке попугайской, с красной байдаркой, и вообще, оце пошел на поле робити. Понимаете, вот такие у них понятия. Ну, такой старый дедок. Я не могу его осуждать, это... Хорошо, что я опять же встал уже, просто собрался. И он и буквально ушел минут через 15. Он еще даже свою лодку надуть не успел. И количество людей просто зашкаливает, ребята. Их очень много. На любом месте, где есть хороший выход к воде, там будет либо лодка, либо местный, либо палатка. То есть можно найти, конечно, место вот так, но такого спокойного дзена, чтобы утром тебе никто не мешал, не орали рыбаки, там не пришли, такого нет. Ну, что делать? На других реках, я думаю, еще хуже. Скорее всего.
Ну, кроме, например, там вот стохода части, там, насколько я видео смотрел, там участок реки, ну, она короткая совсем, там, немного совсем идти. Это просто наблюдение. Такое наблюдение. Я не могу людей осуждать, потому что, ну, куда им ехать? То есть, люди едут на Десну точно так же отдохнуть, как я иду на байдарке. Вот. Никуда от этого не денешься. У каждого свой вид отдыха. Как только пляж хороший, как правило, ну, так, либо палатки, либо рыбаки с палатками тоже. Выход, ребята, как я уже неоднократно говорил, это делать себе самому нормальное место. То есть вот лопатка, останавливаться, выравнивать пол, вот, делать себе место, в которое никто бы не мог зайти частично. Ну вот как-то так. Ну я думаю еще, что вот сейчас август, самое начало августа, 2 августа сегодня. 2021 года, кто не знает. Вот, самое время, разгар отпусков, разгар у людей отдыха и погода. Погода стоит на самом деле жутко жаркая, душная. Еще это играет роль. Если бы погода была холоднее, то половина матрасников бы тупо не поехали. А так они после работы поехали купаться. Ну вот, 1, 2, 3, уже 4 машины приехали на одно место купаться. Вот, люди. Этот фактор еще играет роль. Потому что погода стала в Украине более континентальной, чем раньше. Менее мягкой, более жесткой. Вот. А в городах это чувствуется еще сильнее. Ну вот и имеем то, что имеем. Мне бы хотелось, знаете что, остановиться в Шестовице. Я это место знаю, я там много снимал неоднократно. Это место мне принесло достаточно много денег с пейзажной видеографии. Мне оно нравится. Я бы, конечно, с удовольствием там постоял. Ну, может, даже не 1 день, а 2 или 3 дня просто тупо вот постоял. Знаете, покупался, позагорал, там позаряжал, что-то полетал. Вот. Это было бы, так сказать, мой типа отпуск. О, красивое место, надо снять спереди. Моя байдарка идет вперед рано утром. Мое самое-самое любимое время. Откровенно говоря, вот эти утренние часы гребли, они чуть ли не 90% удовольствия доставляют, ребят. Самая приятная, самая чистая, самая умытая река. Классно. Давайте поговорим, пока мы плывем вдоль правого берега, о бесполезных вещах, которые я взял в поход. Бесполезных и условно бесполезных. Условно бесполезных это потому, что они лежат, ждут своего часа. Хотя могли бы использоваться, но не используются, но возможно бы пригодились. Итак, на первом месте по бесполезности это родной фартук Нериса на всю длину байдарки, вот, который меня жутко в этом походе раздражает, мешает и вообще. Значит, причина следующая. Этот фартук рассчитан, точнее он не рассчитан на подъем груза. Он рассчитан, что он покрывает байдарку, ну, чуть-чуть с натягом. Его можно немножко натянуть, но не сильно. Буквально символически там.
Чуть-чуть можно превысить высоту бортов байдарки поверху, и все. А это меня никак не устраивает, потому что у меня сложилась такая компоновка. И она в дальние походы будет такая, потому что по-другому тут никак не получится. Большая 80-литровая герма у меня выполняет роль сидушки одновременно. Это очень удобно, у меня не болит спина, я удобно сижу. То есть компоновка уже сложилась, и менять я ее не собираюсь. И эта герма выступает, ну вы видите, да, сейчас немножко, на достаточно большое расстояние сверху. Соответственно, фартук никак не оденешь при всем желании, от слова вообще. И вот, ребята, я его везу мертвым грузом, разгружаю, загружаю, привязываю. И он у меня болтается сзади абсолютно бесполезно. В данном походе, в таком походе долгоиграющем, это просто тупо мертвый груз, который мешает и так далее и тому подобное. Какой, ребята, из этого выход из положения? То есть этот фартук пригодится 100%, но он пригодится в каких-то походах. Там, например, я так думаю, возможно, там на 4 дня, на 5 дней, когда все-таки эту герму сзади я уложу ровно. Он пригодится там на 2 дня, когда вещей с собой много не надо брать, еды чисто символически, такой какой-то скоростной поход. Он пригодится, например, на тренировочные походы по Киевскому морю 100% налегке относительно. Вот, например, в каком ключе ты вышел там на день или на 2 дня, да даже на 3 дня чисто пройти вот по Киевскому морю. Там волны захлестывают байдарку, вода внутрь. У тебя с собой еды вообще ничего, то есть, ну, шмоток столько вообще не надо, машина на стоянке. И вот ты тогда, да, этот рюкзак говорю, этот фартук кинул и пошел, и тебе не захлестывает. Нормально. В таких же дальниках он оказался, к сожалению, нефункциональным. Что нужно сделать в дальниках, ребята, я так думаю? Я думаю, что надо сшить непромокаемой ткани какой-то фартук. Я еще вот, у меня мысль еще не сформировалась. Возможно, это будет из 2 частей фартук, который бы закрывал просто ткань. Вот. Ответная часть липкой ленты, велкро. И просто непромокаемая ткань, которая бы в случае, допустим, какого-то продолжительного дождя, ты вот раз прицепил вот так, сзади кинул, сверху можно одеть родную юбку, чтобы это все стекало, и непромокашку, и ты пошел грести. То есть тебя вода более-менее не попадает все-таки внутрь. Это все делается на случай продолжительного дождя, день, 2, 3. В случае грозы резкой, ну, фартук не нужен вообще, там длительностью полчаса, все равно воды много не набирается. Вчера я проверил это на практике, был сильнейший ливень после грозы. Ну, я вылил потом воду, и да и все. Можно даже частично вычерпать. Так что родной фартук оказался мертвым грузом. Тележка, ребята, тележка моя не байдарочная тележка, от которой я пару дней говорил, что мне ее надо купить для обносов, а складывающаяся тележка. Ну, я на ней вез байдарку, вот, в 3-дневный поход, вы ее видели, зеленая такая, с Леруа Мерлен. Она удобная, у нее складываются колесики, в общем, она надежная, но
Но я ее тупо везу сейчас сзади. Не знаю. Вот тут у меня, ребята, нет однозначного ответа. Потому что если, как говорят, что чучись, ну, что случись. И, допустим, возникнет какая-то ситуация, что мне надо будет сложенную байдарку переместить на энное расстояние куда-то. Там больше 100 метров. Ну и весь груз, соответственно. То вот тут без тележки будет, ребят, грустно от слова совсем. Вот. Так ты тележку поставил и потихоньку перевез. Все-таки, знаете, ехать не идти, как говорят. Перевез это все дело не спеша, даже по частям. То есть сначала одно, потом второе. Какая вероятность, что это возникнет здесь? Пока, ребята, маленькая. В принципе, ее, конечно, можно было оставить. Но я посчитал, что пусть она будет. Всяко в жизни бывает. И иной раз эта тележка может здорово выручить. Вот. Пока не знаю, ребята. Может быть, по Диснею брать, конечно, и не стоит в следующий раз. Но эта вещь, в отличие от фартука, не бесполезная. То есть, в общем, она как бы может на самом деле пригодиться. Все. Вы знаете, ребят, по-моему, все. Все остальные, я вот думаю, что я еще взял такого, чем я не пользуюсь. Все остальное я как бы четко угадал. Ну, подумал, угадал, почитал. По одежде как бы все нормально. То есть как раз оптимальный вариант. Ну, я взял с собой теплые вещи, 2 штуки. Это такая моя старая курточка флисовая и жилетка Кешуа с Декатлона. Ни одну, ни вторую я еще ни разу не одевал, потому что ну, жара стоит. Но это резко может, ребята, очень измениться. Поэтому эта вещь нужная, я считаю. Столик. Стул. Стул, ребята, без вариантов. Это нужная вещь в кубе, в квадрате и в n степени. То есть, если бы не он, ну, я бы так после ходового дня, ребята, не отдыхал. Это я вам говорю сразу. Стол. Без стола, да, можно было обойтись, но это было бы не так удобно. Все-таки стол нужен. И он создает определенную зону комфорта. Нужен. Тент 3х5 Трамп. Пригодился один раз. Все остальное время едет сложенный в большом гермомешке. Стоит ли его брать? Скорее да, чем нет. Во-первых, вот у меня палатка потекла. В этом случае, ребята, вот такой тент, он реально спасет положение очень даже сильно. Единственная мысль у меня закрадывается, что, возможно, вот в такое путешествие все-таки стоило взять тент чуть-чуть поменьше. Например, там 3х3. Вот. Все-таки этот раскладывать достаточно, ну, не то что неудобно, долго. И у него есть одна особенность. Там, где передняя часть, где я весло ставил. Ну вот, опять, если вы смотрели мое видео 3 дня с байдаркой, надо продумать, чтобы ткань не соскальзывала с весла. Я буду этим заниматься, когда ставишь. То есть, чтобы чик поставил и все. Потому что получается, что ткань, она скользкая, соскальзывает с весла сверху. Ну, все-таки весло не приспособлено в качестве упора. И тебе приходится постоянно это дело поправлять. Это дело надо купировать как-то, как я еще не знаю. Тент нужен однозначно.
непонятно какая ситуация может быть. Может вам придется стоять там 3-5 дней там, где будут сплошные проливные дожди, там, где не будет тени. И тогда без тента, ребята, труба дело. То есть тент нужен, хоть я его вот за 13 дней использовал один раз. Но это просто так сложилось, ребят, погода. Мне пока везет с погодой. Хоть грозы идут, но они такие эпизодические. В принципе, все. Все остальные вещи, которые я взял, солнечные панели, ноутбук оказался нужным. Ну, в общем, все нужно. А тут такой вот участок, причем который я обычно не люблю, но сегодня он настолько, ребята, красивый. Даже туман впереди. Надеюсь, будет видно. Я немножко отошел от берега. Тихий такой, блин, вот красиво-красиво, ребята, класс. Прохожу село Барамыки. Надеюсь, видно, ребят. Посмотрите, какие дома. И так практически вдоль всего побережья, половина где-то вот побережья села застроена очень дорогими домами. То есть вот это вот зеленое, это выход к воде, лужайки, фактурно подстриженные газоны. То есть это Барамыки, тут живут, ну, покупают, скажем так, наверное, дачи и так далее, богатые люди. И берег делают под себя. Если вы обратили внимание, я сейчас в другой одежде. И вот я думаю, что мне как-то вот не тудысь, знаете, с утра. Как-то жарко, как-то парко. И вот хочется эту желтую велосипедку вот снять. Ну, думаю, ладно, может, кажется. Вы знаете, не выдержал. Остановился. Переодел вот эту мою синюю беговушку. Слушайте, я себя почувствовал другим человеком. Вот, то есть та моя велосипедка, она вообще не дышит, вообще. В ней, наверное, хорошо. Ну да, когда ты едешь на велосипеде, скорость тебя продувает. Наоборот, это хорошо, типа тебе не холодно, даже летом. А здесь, когда скорость маленькая, я начинал в той потихоньку преть. Знаете, вот как в парилке. Я думаю, чего мне не гребется? Вроде как бы выспался. Переоделся. А она, вот эта штука, вся в сеточках. Вся в таких, ну не вся, под мышками, на спине такие сеточки. То есть она одновременно и согревает, и в то же время дышит. И у меня как второе дыхание открылось. Все-таки у меня одна сейчас такая, к сожалению. Вот, ну буду... До этого я каждый день ее стирал. Она практически успевала до утра высохнуть. Ну, чуть-чуть влажная, не страшно. Вот. Пока тепло, даже можно и мокрую на тело одевать. Ты не заболеешь. Наоборот, это приятно. То есть, видите, как интересно? Одежда играет большую роль такую в самочувствии. Да, вот так. Любопытно. Конкретный ветрюган. Попытаюсь спрятаться сейчас в тень обрыва. Грести очень тяжело. Прямо в лоб идет. Чуть-чуть правее. Вот сейчас попробуем заныкаться, если получится. Потому что так против ветра долго я не выгребу.
Тут надо смотреть, чтобы на бревно не наскочить или на ветку острую. Но грести полегче, ребята. Шляпу срывает, ребята, ветер. Невозможно. Подключаю немножко спину, потому что руками начинают тупо не выгребать. Вот, блин, не думал, что на Десне такое возможно. Прячусь под другой берег, пытаюсь. Байдарка идет нормально. Волны режет отлично. Я сухой внутри практически. Главное носом, относительно носом держаться к волне. И делать длинные грибки, не короткие, длинные. Пусть чуть послабее, но он должен быть длинный. Первый раз такой мерзкий участок у меня с таким ветром. До этого был слабее. А тут я гребу примерно на 2/3 своих сил. И постоянно еще, блин, чуть на сук не налетел. Постоянно такой участок, что торчат какие-то суки из воды. Надо смотреть в оба. Фу, вот это участочек. Да, так особо долго не погребешь. Фу, сейчас по ветру повернулись. Несет меня по чуть-чуть. И берега так красивые с завалами тоже так. Включился посмотреть. Заодно немножко отдохну. Руки болят. Такой себе вариант, конечно, ветер. Так, какая-то получилась, знаете, аэродинамическая труба. Вот четко тебе в лоб идет практически и сильный. Ну, скажем так, байдарка идет хорошо, устойчиво, режет волну отлично, отбрасывает ее в стороны, то есть мне внутрь особо ничего не попадает. Вот. Более-менее я так доволен тестом. Ну, поперек волны я ставить не рискну. Не, ее бы не перевернуло, конечно. На такой волне нет, это слишком слабая. Но все равно рисковать я не захотел. Назовем это интенсивной физической тренировкой. А некоторые это в комментах пишут: да чего там сел, по течению себе плывешь? Ага, ребята, конечно. Это может говорить только тот, кто никогда на байдарке не ходил так. А на самом деле, когда гребешь, сила противодействия течения и движения весла, она ведь складывается. То есть получается, ты еще давишь на течение, когда делаешь грибок, не просто на толщу воды, а еще на течение. А это, ну, хорошее физическое усилие. То есть угребаешься к концу дня так, что ого. Ну, если нормально более-менее грести. И то я гребу, знаете, в таком, ну, я считаю, для себя лайт режиме. То есть, ну, вот такого, как сейчас, ну, я бы не прогреб. Ни 6, ни 8, ну, блин, ну, часа 3-4 это максимум, но я бы был убитый полностью. Вот. Так что, да, против течения можно идти на пластиковых узких специальных каноэ, специальных байдарках, которые режут буквально, знаете. А это все-таки надувашка, хоть и каркасная. Она более инерционная, более тормознутая, более устойчивая, ну, как баржа. Ну, опять же, со всеми вытекающими. Соответственно, на ней идти тяжелее, медленнее.
Вот. То есть это как раз для меня. Таких созерцательных, дзеновских походов. Без всяких там покорений космоса. Пройти реку Десну за 3 дня, ну и тому подобное. Вторая серия, ребята. Сейчас был участок еще даже хуже. Как реально на море. И ветер такой, что я весло продавливаю так, с трудом. И зараза, он длинный этот участок. Еще метров 500-600. И ветер строго в лоб по реке, строго. На том берегу не заныкаешься тоже. Надо догребать. Еще немножко и должен быть поворот. Еще метров 200, 250. Немножко волны поменьше. Фу, погреб. Сейчас зашел в зону штиля. Вон, смотрите, ребята, как деревья гнет вверху. Да блин, ветрюган такой, что мама не горюй. Фу. Если не ошибаюсь, впадение речки Снов в Десну. С левой стороны пляжное место со всякими там машинами и купающимися. А тут мы с вами видим речку Снов, которая впадает в Десну. Вот так. И, наверное, не знаю, может сегодня по сокращенной программе, потому что против ветра не хочется мне сильно работать. Буду сейчас думать. Сейчас уже 12:30. Что делать? Лучше завтра спокойно до Чернигова дойти. Не знаю. В общем, буду сейчас думать что-то. Ребят, на речке Снов. Правильно я говорил, это Снов. Вот, познакомился с ребятами, сплавляются на плоту. Вы меня поправляете, да? На плоту, да? Плот поломался, мне даже интересно. Вот пойдемте посмотрим, как оно. Це Віталік, він руководить усім цим сплавом. Да. Ну ми вже бачиш, беседку сюди перенесли. Беседку, у нас була беседка посередину. Беседка була, да? Да. Бачиш, на бочках. Пластикові бочки, да, Віталік? Це просто деревом це є. Із-за того, що дерево доска. Слабке, мабуть, да? Да. Ну, сосна не годиться, то є сосна. Це сосна, да? Да. А можна туди прийти? Да. Дивіться, і це його повело, я так розумію, да? Да. Глядите, ребята. Вот так. А тут був, я так розумію, навіс якийсь, да? Да. Думаю, що ми вже розібрали, да. оце навіс був тут. Да. Тут, да, ребята, видите, и плот поломался. Жалко. Слухай, Віталік, а можна з цим щось зробити чи ні? Ну, ми вже стали... Тебе ще скусить слепень. Нічого. Дивись, просто ми вже на следующий год ці доски потім просто зробимо палубу. Каркас треба робити по-любому железяку. Палубку, да? Да, то есть по-любому железяку, отак само все робити, але просто железяку робити, щоб воно не тріщало, не ламалося. Так вона без двигуна, без двигуна, да? Ми по теченню десь пройшли кілометрів 20, мабуть. Ми взагалі сплавляємося вже 3 роки. Таким чином, да? Ми починали з Борзнянського району. І кожен день, ми, наприклад, закінчуємо в цій точці, і потім з цієї точки опять стартуємо на наступний рік. А плот куди діваєш? Ну, забираємо, розбираємо. На машині додому? Да. Зараз завтра приїде газелька, короче, забере. Все як треба, да? Виталик оказался очень гостеприимным и приятным парнем. Он с удовольствием мне показал, какая же чистая у нас вода в речке Снов. Я купаться не рискнул. Ну и тут ко мне пришли гости, обгавкали, повиляли хвостиком.
Ну и тем временем я подумал и решил двигаться дальше. Такое у меня получилось знакомство. Виталик меня пригласил пообедать. Ну, я смотрю, что там жарить картошку. Им там на всех взрослых мало будет. Я отказался, не стал обедать с ними, хотя он приглашал. Жареная картошечка с мясом. Ну, пахло вкусно, но как-то неудобно, знаете. Там действительно, я смотрю, что как-то он мало пожарил, то ли у них еды мало. Я говорю, нет, спасибо, у меня все есть. Вот. Думал там встать, ну, потом посмотрел, больно беспокойное место. Не мое это. Больно шумно, больно много людей. Поэтому я принял решение пойти потихоньку дальше. Может быть, ветер прекратится, бывает такое. Ну, а если нет, я немножко отдохнул. Попил с Виталиком чая. Говорит, жена собирала фирменный чай. И, Виталик, спасибо, если ты смотришь мой канал, за чай. И пошел дальше в сторону Чернигова. Так что Брусилов мы прошли. Речку снов устье видели с очень чистой водой. Вот. И теперь идем вперед. Спрятался я в ветровой тени. Потихоньку чапаю. Сейчас надену все-таки шапку, ребята. Потому что без шляпы солнце сильно палит голову. И потихоньку сокращаем расстояние между мной и Черниговым. Виталий там пофоткал меня, говорит, человек легенда. Да ну ладно, до меня этот путь. Во-первых, я еще не прошел это расстояние. Во-вторых, до меня этот путь уже проходили люди старше меня. Ну, тот же американец, 68 лет его прошел. Ну, опять, я начал гуглить. Я не нашел ни истории его путешествия, ничего. Вот. Нету. Может быть, на ютубе еще надо будет, кстати, забить, если он что-то снимал. Учитывая, что я гребу сегодня вообще чуть ли не с 6 часов, там 6:30. Свои 7 часов я уже примерно выгреб, да. Сейчас время 14:00. Ветер не утихает, а только усиливается. Я понимаю, что я уже все. И против ветра, ну, дальше буду грести за счет ресурсов организма, чего я не хочу. Я вот тут нашел лесочек такой, ну, пошли посмотрим. Аж деревья вон шумят, качают. И такая типа нычечка получается. Вот. И вот такое место. То есть как раз для одной палатки. Больше сюда никто не встанет. Вот там дорога. Вот там. Ну, конечно, нагажено. Но, блин, тут везде так. Палкой можно будет позакидать какашки. Вот. Тут, правда, дорога, но тут ничего не сделаешь с этим.